Продолжаем, и важная новость. В сочинской больнице номер 4 грандиозный скандал. Медсестры в буквальном смысле выбросили пациента за гаражи. А когда прохожие стали интересоваться, почему там кто-то лежит за гаражами и почему медработники оставили окровавленного мужчину на улице, им предложили, по словам очевидцев, и очевидцы и свидетели будто бы существуют и уже дают показания. В общем, услышали они такую фразу: забрать его себе. Давайте. Я хочу сказать, вы знаете, когда вот общество, население слышит, вот сократилось финансирование, вот, значит, там миллиардов столько, триллионов столько, сотни миллиардов столько, это никто не понимает. А вот на таких простых примерах можно понять, что уже несколько регионов не способны сейчас оплачивать обязательные. Да что ж такое? И тем не менее, 378 миллиардов рублей в прошлом году, 460 миллиардов рублей это копейки. У нас основные расходы на здравоохранение — это фонд обязательного медицинского страхования, который по прошлому году не добрал 46%. То, что лекарства жизненно необходимые люди сейчас не получают, и поэтому уголовные дела нужно возбуждать, только потому, что у нас не собираются по этим сборам, потому что предприниматели не способны платить такие налоги, которые предлагает Орешкин. С фондом обязательного медицинского страхования. Что? Вот здесь как этот случай связан с фондом обязательного медицинского страхования? Потому что финансирование лечебных учреждений идет через фонд обязательного медицинского страхования. Это не федеральные расходы, которые вы здесь указываете. То есть речь идет о том, что если бы у них была высокая зарплата, то они бы человека не бросили, а так как низкая, они его вышвырнули. Не сокращали бы в 2 раза лечебные учреждения, не сокращали бы сотрудников в 2 раза. Если бы вот эти майские указы, которые нам сказали, выполнено 94%, вот этого бы сейчас обстоятельств не происходило. Профессиональный кадр. Елена Мисюрина буквально речь, конечно, о человеческом факторе, при всем уважении к вашей позиции. Потому что не могут сделать обычные, нормальные экспертизы ее за причинение тяжкого вреда сотрудникам. Мы начинаем хаять сотрудников. Там в суде не поверили экспертизам, о чем вы прекрасно знаете. Мы никого не хаем, мы рассказываем. Я просто вам говорю, что люди должны понимать, что проблемы в экономике идут вот сюда. И вот именно здесь отражаются. В образовании, в здравоохранении. От чего в очередях в Америке умирают пациенты? Я не знаю, От проблем в экономике? Нет, в экономике у них все в порядке. Человеческий фактор. Я знаю, почему в лечебных почему у нас умирают люди от холода, потому что им одеяло не принесли, потому что это в выходные произошло, и человек просто умирает от холода там, в лечебном учреждении. А зарплата спит в коридоре. Вы представляете, 7 тысяч рублей получает медсестра, 7 тысяч рублей, и мы об этом начинаем говорить. Вот где деньги. Говорим об этом.